Очень часто в своей речи мы говорим «несмотря на». В русском языке довольно-таки частый предлог. И в английском языке существует несколько его эквивалентов. И порой выбор падает не на очевидные вещи. В сегодняшнем видео я вам помогу сориентироваться. Мы поговорим о союзах и непосредственно предлогах. Поговорим о тех, которые являются high frequency, тех, которые являются вообще low frequency. И после этого видео вы научите их использоваться как proficient speakers of English. Пользуясь случаем, я хочу напомнить, что у меня есть Telegram и Instagram Kirill's_English. Если вас интересует онлайн занятия со мной, информация в описании под этим видео. Несмотря на дождь, мы решили пойти гулять. Как бы вы это предложение интерпретировали? Можете несколько версий написать, может быть, куда-то попадете, поставьте видео на паузу и потом сравните с тем вариантом, который получился у меня. И она не должна быть официальной, официально деловой. Поднимите руку, кто сказал in spite of или despite. Отлично. Вам сюда. Even though it was raining, we decided to take a walk. Even though it was raining, we decided to take a walk. Вот эта версия будет, скорее всего, наверное, первым очевидным выбором для англофонов. Если вы сказали что-то типа though it was raining или although it was raining, обе вернее этих версий тоже будут работать. А вот версии с despite или in spite of не очевидный выбор. Чуть позже я вам объясню почему. Давайте составим такой хит-парад, начиная с самых частых и очевидных слов, фраз, которые соответствуют русскому «несмотря на». Также заметьте, что в русском языке мы «несмотря на» любим чаще всего ставить в начале предложения. В английском языке, несмотря на то, что вы можете тоже в начале поставить эту фразу, чаще всего, если проанализируете результаты данные корпуса, это будет стоять во второй части. Тем не менее, можно использовать и в начале, и в середине. Помните, главное запятую поставить. В сегодняшнем видео я расскажу вам про союзы, которые используются, и предлоги. Составим хит-парад предлогов. А вы, кстати, заметили, что окошко пропало. Это тут у меня солнце, когда садится, оно мне светит в окно. По версии корпуса и лично моих наблюдений, 18 лет проживания в англоговорящей стране и, собственно, моей творческой деятельности, преподавания английского языка, я могу сказать, что even though, ну или though, мы возьмем так фразу though, even though, для меня, я ставлю эти фразы, эти союзы, вернее, conjunctions они называются, потому что соединяют два предложения в одно сложное. Так вот, я их ставлю на одну линию, потому что though и even though, разница в них заключается только в том, что even добавляет больше экспрессии и приковывает ваше внимание, такой драматизм, скажем. По сути, это одно и то же. Though, even though. Это мы ставим на первое место. Это будет самый частый, очевидный выбор. Even though, though. Ну, давайте поставим though на первое место или even though на первое, though на второе. Дальше мы спускаемся, идет союз although. Вы тоже его все знаете. Разница между вот этими двумя. Although является таким формальным выражением. Вы услышите его, безусловно, в речи, но чаще, гораздо чаще на письме у вас есть больше шансов это все встретить. Поэтому в разговоре с друзьями вы его, наверное, не будете использовать постоянно. Ну и подходим к предлогам. Нам нужно взять два предлога. Первый предлог это despite. Второй предлог in spite of. Значит, разницы между ними никакой нет. Один просто это одно слово despite и там of не ставится. Знаете, наверное, да, что despite чего-то. In spite of, здесь of ставится. Какая разница между ними, если они одинаково переводятся? В регистре, помните, я вам уже говорил, что если у вас есть синонимы, слова-синонимы или фразы, всегда ищите различия в регистрах, если больше ни в чем различий найти не удалось. Так вот, despite, и у нас будет идти после although, low frequency, это официальное слово. Вы услышите это в новостях, вы это прочитаете в эссе, в исследовательских каких-то работах, в текстах, может быть, каких-то, в книгах, безусловно. Может быть, если вы смотрите что-то документальное по телевизору, сценарий, где написан, требует того регистр, это официальный стиль. Ну и самая низкая частотность у предлога in spite of, это вообще очень редко. В речи я имею в виду, а если вы официальные документы в них работаете, то там просто будет кладезь. То есть, even though самый частый, ну или though, и in spite of самый редкий вариант. Теперь, очень важно понять, вы можете для себя в двух колонках написать conjunctions, preposition.
Conjunctions though, even though, although требуют после себя предложения. Clause. То есть, что такое clause? Это когда у вас есть подлежащее, сказуемое. Целое предложение. Предлоги не требуют после себя целого предложения. Предлоги после себя требуют чего в английском языке? Правильно, существительного. Поэтому после despite, после in spite of, вам нужно ставить существительное. Это может быть real noun, например, стол, стул, либо существительное, которое вы образовали путем постановки окончания или суффикса ing к слову. Например, было go, стало going. Это самый tricky moments. Теперь давайте посмотрим на пример предложений, чтобы вам было понятно. Итак, предложение, которое я в самом начале вам задал. В русском языке мы говорим, несмотря на дождь, и когда вы переводите это на английский язык, вам тоже хочется сказать дождь, прям существительное, да, и поэтому despite туда, или in spite of. В общем, английский язык любит подлежащее, сказуемое. Английский язык обожает в разговорной речи. Может быть, это будет коротенькое, такое маленькое cute предложение, но это будет подлежащее, кто что делает или что-то делает. Even though или although it was raining. И вторая часть. We decided to go for a walk. Если вы хотите сказать в формальном, в полуформальном стиле, используя despite, вы можете сказать despite the rain. Артикль нужно ставить здесь уже. Despite the rain, we decided to go for a walk. Или in spite of the, обратно, rain. Потому что вы делаете конкретный дождь в тот момент, когда вы что-то говорили, вы его конкретизируете. Despite, in spite of the rain, we decided to go for a walk. То есть вы одно и то же предложение можете расписать по разным регистрам. Это, кстати, хорошее упражнение лично для вас. Вы дома в одиночестве или с котом, или с собачонкой можете это проделать. Берете одно предложение и пытаетесь в разных регистрах его написать. Для эссе, для какой-то статьи, как caption в Instagram или как с Галей поболтать на кухне за чашечкой чая. Предвосхищу вопрос в комментариях. Кирилл, а though-то еще и в конце предложений ставится, как последнее слово. Though в конце предложения, когда стоит последним словом и переводится как but, является наречием. Мы наречие though в этом видео не рассматриваем. Про него у меня было отдельное видео, можете в списке всех видео найти его. Очень интересное, кстати, я ссылку здесь поставлю наверху. Сейчас давайте посмотрим на примеры. Примеры были мною все взяты из разных онлайн-словарей. Это был Longman, это был Cambridge, Oxford, Merriam-Webster и Dictionary.com. Обратите внимание на положение союза though или even though или although в предложениях. I go out with rice even though I don't have the energy to pretend I want to. Обратите внимание, что ставится запятая, даже нет сил притворяться, что не ходит. Просто ходит на автомате. Обратите внимание, хорошее выражение have the energy, сил нет, have the energy, нет сил. Even though it's late October, it's still hot. Even though it's late October, it's still hot. Несмотря на то, что октябрь уже, поздний октябрь, а на улице все еще жарко. Это вот актуально для этого года. А здесь в начале мы ставим. В начале этот союз поставили и запятую тоже поставили. Her question caught me off guard, even though it shouldn't have. Ее вопрос застиг меня врасплох, хотя этого не должно было случиться. Обратите внимание на запятую, обратите внимание, что мы союз even though поставили во второй части. Even though her words come out soft and delicate, they're like arrows stabbing my heart. Несмотря на то, что все ее слова очень такие нежные, элегантные, но они прям как копья, пронзающие мое сердце. Стрелы, вернее, не копья. Такой вот поэтический пример. Несмотря на это, что-то еще. То есть у вас будет два предложения, которые делают одно длинное сложное предложение, будет контраст. Смотрите на экран, очень частые словосочетания с предлогом despite, если уж вы его так любите и хотите использовать. Напоминаю, это будет официальный стиль. Despite the rain, despite the traffic. В новостях, в заголовках новостях, в газетах, в онлайн-журналах вы это увидите, прочитаете. Обратите внимание на артикль the. Despite the rain, despite the traffic, despite the noise, despite the cold — это холод, despite the heat — это жара, или despite his age. Обратите внимание, age мы прикрепляем к человеку, это будет либо гендерное местоимение his, her, либо their. Despite their age, her age, his age. Я надеюсь, это видео вам было полезным. Используйте всю ту информацию, о которой я говорился в речи, чтобы не забыть
Я желаю всем отличной рабочей недели. Пока.